Откройте любое приложение для отслеживания полетов в реальном времени. Взгляните на карту. Вы увидите пульсирующую живую сеть. Тысячи желтых силуэтов самолетов ползут по цифровому глобусу. Европа покрыта ими как ковром. Северная Атлантика напоминает автостраду в час пик. Восточное побережье Китая, Япония, Эмираты – небо там черное от трафика. Кажется, что человечество покорило воздушный океан, и для современной авиации нет преград. Но это опасная иллюзия. Переведите взгляд в центр Азии, туда, где индийская плита врезается в евразийскую. Вы увидите дыру. Огромное черное пятно, свободное от самолетов. Пустота размером с Западную Европу. 2 миллиона квадратных километров тишины. Тибетское Нагорье. Крыша мира. Существует история, которую инструкторы летных школ рассказывают шепотом. История о том, почему эта зона стала самым большим высокогорным кладбищем техники. О пилоте, который много лет назад срезал путь и увидел внизу не снег, а бесконечную сверкающую реку алюминия. Алюминиевую тропу. След самой тихой авиакатастрофы, длившейся 3 года. Сегодня мы вскроем черные ящики прошлого и разберем физику смерти на эшелоне 300. Почему даже машины с суперкомпьютерами боятся тени Эвереста? Чтобы понять страх пилотов, отмотаем время назад. 1942 год. Вторая мировая. Япония перекрывает Бирманскую дорогу, единственную артерию снабжения Китая. У союзников остается только воздух. Американское командование начинает самую самоубийственную операцию в истории – воздушный мост из Индии в Китай. Пилоты назвали этот маршрут «Горб» – «The Hump». Им нужно было перелететь восточные отроги Гималаев на транспортниках Си-46 и Си-47. Это были рабочие лошадки войны, но они не создавались для высот 7000 метров. Негерметичные кабины, отсутствие погодных радаров. Резиновые ботинки на крыльях не справлялись с гималайским льдом. Пилоты взлетали из влажных джунглей Индии плюс 40 градусов Цельсия и через час оказывались в ледяном аду минус 40 градусов Цельсия. Температурный шок разрушал металл и психику. Именно тогда, в 1943-1945 годах, родилась легенда об алюминиевой тропе. Потери были катастрофическими. Пилоты мрачно шутили. В ясную погоду нам не нужен компас. Мы летим по блеску обломков наших товарищей. За 3 года погибло 594 самолета. 1659 человек пропали без вести. Их убили не японские истребители, а физика Тибета. Вот история, ставшая частью фольклора. Ноябрь 1944 года. Капитан ВВС США, назовем его Роберт, пилотирует перегруженный С-46. На борту авиационный бензин и боеприпасы. Ночной рейс. Над хребтом его настигает муссонный циклон. Магнитные аномалии сводят приборы с ума, самолет сносит боковым ветром 240 км в час. Попав в чудовищный восходящий поток, 20-тонную машину подбрасывает как лист. Двигатели захлебываются. И вдруг облака расходятся. Луна заливает пейзаж мертвенным светом. Роберт ожидал увидеть пики, но увидел гигантское ущелье. Дно его сияло. Это был не матовый снег, а жесткий зеркальный блеск полированного металла. Снизившись, он увидел детали. Дно ущелья на мили было вымощено самолетами. Фюзеляжи С-47, крылья С-46, хвосты бомбардировщиков Б-24. Они лежали слоями. Одни пасом белые холмики под снегом, другие свежие, блестящие. Это была аэродинамическая ловушка, куда течение затягивали подбитые машины. Кладбище орлов. Внутри машин сидели мумифицированные холодом экипажи, сохранившиеся как живые. Роберт чудом вывел машину. Его рапорт засекретили, но слухи поползли. Спустя десятилетия спутники подтвердят, Тибет хранит своих жертв вечно. Но почему современные пилоты боятся летать там, где летали винтовые этажерки?
Ведь сейчас есть герметичные кабины и GPS. Ответ в фундаментальных протоколах безопасности. Главный страх на высоте 10 километров – разгерметизация. Представьте, на современном Boeing 777 выбивает иллюминатор или отказывает клапан. Давление падает мгновенно. На такой высоте кислорода недостаточно для жизни. Наступает гипоксия. У пилотов есть понятие TUC – Time of Useful Consciousness – время полезного сознания. На эшелоне 11 километров это всего 15-30 секунд. За это время пилот должен надеть маску, иначе потеря сознания и сценарий летучего голландца, как с рейсом Helios 522. Но надеть маску – это лишь начало. Кислород в баллонах ограничен. Пассажирские генераторы работают 15-20 минут. Инструкция гласит, при разгерметизации пилот обязан немедленно совершить экстренное снижение до безопасной высоты 3000 метров, 10 тысяч футов, где можно дышать. Это аксиома выживания. И вот тут Тибет ставит мат. Средняя высота Нагарья – 4500–5000 метров. Пики торчат на 7000–8000 метров. Если над Тибетом случится разгерметизация, вам некуда снижаться. Внизу нет атмосферы, там гранитная стена. Вы в ловушке. Нельзя оставаться на 10 километров, кончится кислород. И нельзя снизиться до 3 километров, врежетесь в горы. Это называется закрытый эшелон. Самолет с пробитым корпусом обречен лавировать между восьмитысячниками вслепую. Шансы минимальны. Именно поэтому регуляторы ICAO рекомендуют избегать трасс Л-888 над регионом, если у авиакомпании нет специальных самолетов с увеличенным запасом кислорода на 60 плюс минут. Но даже исправный самолет-воздух над Тибетом пытается убить. Взгляните на карту ветров. Прямо над Гималаями проходит джет-стрим – струйное течение со скоростью до 400 км в час. Гималаи – единственное место, где хребет стоит перпендикулярно этому потоку. Горы работают как плотина. Воздух ударяется о склоны, взмывает в стратосферу и с силой обрушивается вниз. Это горная волна – Mountain Wave. За хребтом образуются роторы, горизонтальные вихри-катки. Самое страшное – воздух сухой, облаков нет. Радар молчит, он видит только влагу. Это турбулентность ясного неба, КАТ. В абсолютно спокойном полете самолет получает удар перегрузкой в 5-6 га, предел прочности лайнера 2,5 га. Ему просто отрывает крылья или двигатели. В 1966 году Boeing 707 возле горы Фудзи попал в такую волну и развалился в воздухе. В Тибете эти волны мощнее в разы. Они могут подбросить лайнер на 2 километра вверх или швырнуть на скалы. Тот пилот из 1944 года видел в ущелье жертв именно горной волны – самолеты с оторванными крыльями. Еще один враг – холод. Стандартная температура на эшелоне – минус 56 градусов Цельсия. Авиакеросин Jet A1 начинает густеть, кристаллизоваться при минус 47 градусах Цельсия. Обычно за счет трения о воздух и работы насосов топливо остается жидким, но над Тибетом случаются температурные аномалии. Тропопауза здесь разорвана. Зимой возникают холодные ямы, где температура падает до минус 75, минус 80 градусов Цельсия. Если самолет влетит в такой пузырь, парафин забьет фильтры, двигатели встанут. Инструкция требует снизиться в теплые слои или разогнаться для нагрева трением. Но над Тибетом снижаться некуда, а разгон в турбулентности разрушит планер. Это термодинамический тупик. Многие самолеты на алюминиевой тропе упали целыми, их двигатели просто замерзли. Теперь представим отказ одного двигателя на современном двухмоторном Boeing 787 или Airbus A350. Это штатная ситуация. Самолет может лететь на одном моторе. Но есть нюанс. На одном двигателе лайнер не может держать высоту 11 километров, не хватает тяги.
Он должен выполнить процедуру Drift Down, дрейф вниз, и занять эшелон около 7000 метров. Над Тибетом есть участки, где минимальная безопасная высота, мара, составляет 7000–800800 метров. Математика убийственна. Траектория вашего вынужденного снижения пересечется с рельефом. Вы врежетесь в гору раньше, чем займете горизонт. Авиакомпании просчитывают маршруты побега, escape routes, но в центре Тибета их просто нет. Добавьте к этому геологию. Индийская плита смяла кору до толщины 70 километров. В недрах колоссальные залежи магнитных руд. Геомагнитное поле искажено. Пилоты Второй мировой жаловались на гремлинов. Компасы врали на 30 градусов. Сегодня мы летаем по GPS и инерциальным системам, но магнитные бури глушат радиосвязь. FFVAHF. Тибет — зона радиомолчания и отсутствие радаров. Если самолет исчезнет, диспетчеры узнают об этом только через час. Спасательная операция невозможна, вертолеты не висят на 7000 метрах, а наземная группа будет идти месяцами. Поисковые экспедиции находили обломки С-46 и Б-24. Картина подтверждала догадки. Многие самолеты были расплющены о склоны. CFIT – столкновение с землей в управляемом полете. Пилоты до конца верили врущим приборам. Другие лежали частями, жертвы турбулентности. Тела в кожаных куртках и очках были идеально сохранены льдом. Глобальное потепление заставляет ледники таять, и они начинают выплевывать обломки. Пастухи Яков находят металл с белыми звездами на высоте 5000 метров. Эхо войны возвращается. Запрет на полеты над Тибетом — это не бюрократия. Это пакт о ненападении между человечеством и горами. Мы научились летать быстрее звука и садиться в тумане, но не победили географию. «Уходите», — говорят горы. «Здесь нет воздуха для ваших легких, тепла для топлива и места для ошибок». Пилот Роберт выжил, потому что повернул назад. Он привез знание, что есть границы, которые нельзя пересекать. Когда в следующий раз полетите из Лондона в Бангкок, посмотрите на карту полета. Обратите внимание на неестественную дугу, огибающую пустое пространство. Помните, этот крюк сделан потому, что там, в ослепительно-белом безмолвии, лежит флот призраков. 1000 тонн алюминия и судьбы, напоминающие о границах наших возможностей. А вы бы рискнули пролететь над Эверестом, зная, что в случае отказа двигателя шансов нет? Или лучше потратить лишний час, но обойти спящего дракона? Напишите в комментариях. И посмотрите в иллюминатор, возможно, вы увидите ту самую границу, где заканчивается власть человека. Спасибо, что досмотрели. Лайк, подписка и колокольчик помогут не пропустить новые видео. До встречи!